Сегодня у нас большой обзор на рисовый самогон. Мы будем ставить три варианта рисовой браги. Первый вариант — это классическая европейская схема осахаривания с помощью солода. Второй вариант — это классическая азиатская схема осахаривания с помощью дрожжей коджи. Это китайские дрожжи, которые содержат фермент и плесень и способны переработать наше сырье, наш рис, сначала в сахара, крахмал превратить, а потом сбродить эти сахара и выдать нам алкоголь. Это самая ленивая схема, которая есть. И третий вариант, самый современный, осахаривание с помощью ферментов. После того, как все три вида дистиллята будут готовы, мы сделаем калькуляцию, узнаем, какой вариант из этих трех выдает наибольший выход, какой вариант экономически выгодней. А после всего этого я позову независимых экспертов, они же по совместительству мои друзья, и мы сделаем слепую дегустацию, какой дистиллят, какой рисовый самогон вкуснее из вот этих трех вариантов. У нас 125 килограмм риса нашего российского, кубанского, прикубанского. Первый сорт, значит, мы будем делать 3 затора по 40 килограмм, а 5 килограмм оставшиеся употребим в пищу. Ой, самогоном пахнет, еще бурбончиком. Значит, смотрите, первый вариант мы будем делать на ферментах. Для этого мы наберем сейчас 200 литров воды и будем дробить наш рис, чтобы долго его не разваривать. Так будет быстрее. Будем дробить наш рис. Открываем воду. Пока набирается вода, включим нагрев. Ставим на ручное управление. И 100% мощности задаем. Начнем дробить наш рис на нашей дробилочке. Начнем процесс. Процесс пошел, народ. Так, еще 80 литров осталось набрать. Набираем 200 литров воды. Так, набрали ровно 200 литров воды, подогреваем до 45 градусов и засыпем наш разгробленный рис сюда. Ровно. 25 мы засыпали, еще 15 сейчас засыпем. Смотрите, народ, немножко переиграли мы. Значит, мы сейчас воду подогреем, когда будет градусов 50, 45-50. Мы заберем с куба воды себе в бочку, сразу поставим на коде, с холодной водой чистой смешаем, чтобы у нас вышло в районе 30-35 градусов. Доберем сюда воды и будем греть. Чтобы параллельно мы сразу второй затор поставим, который у нас на коде. Покажем вам. Значит, давайте сначала подготовим нашу бочку. Что нужно сделать? Обработать внутреннюю поверхность самой бочки и крышку перекисью водорода, подождать минут 15-20, а потом это все промыть кипяточком. И наша бочка будет готова к засыпи, и ничего у нас не заразится, и все будет бродить очень хорошо. Такие дела. При работе с перекисью водорода у нас 6% раствор. Обязательно одевайте перчаточку, чтобы не обжечь руки. Как развести? Значит, смотрите, чтобы это было дешевле,
Вы покупаете 36% перекись водорода, она там в 5-литровых продается баклажках, стоит в районе 500 рублей. И на литр воды добавляете 200 грамм, ну то есть 5 раз добавляете 5 частей воды, одну часть перекись, у вас получается примерно 6%, то что нужно. Все, обработали нашу бочку, надо минут 20 подождать и смоем это все горячей водой. Ой, какая фракция классная получилась. Как крупный сахар такой. То, что надо. Мы его буквально 15 минут 20 подержим в воде в горячей. Он разбухнет, ну разварится и все. Сэкономим времени. Смотрите, значит, мы обработали, промыли нашу бочку, она готова. У нас в кубе вода 52 градуса. Сейчас наберем литров 150 воды сюда горячей из куба. И добавим холодной, будет у нас примерно там 35 градусов. 30-35. И будем засыпать кодзи, сейчас покажу. Это самый ленивый метод, по которому можно делать рисовый дистиллят. Литров 100 нальем и разбавим. Там надо не 200 литров воды, я уже, короче, загнался, все, запутался. На 160 нам воды, всего затор будет 200 литров. Это 4. Я думаю, даже 10 выльем, хватит. Это 50 уже есть. Но мы еще не перегоняем, ты же в курсе? А, ты что, снимаешь? Ты же в курсе, что мы просто варим сейчас его? Перегонять через неделю мы его будем. У нас затор по 160 литров воды, 40 килограмм риса, 200 литров будет затор. Мы нагрели для ферментов затор, но залили часть воды сюда в бочку. Сейчас засыпем перемолотый вот этот рис. На кодзи можно не перемалывать, просто для чистоты эксперимента мы перемолим весь рис, чтобы выход был, ну, не грешили потом на маленький выход или еще на что-то. Значит, перемолотый рис 40 килограмм засыпаем сюда, доводим холодной водой. Я примерно 200 литров знаю, где тут в этой бочке. Доводим холодной водой до 35 градусов и закидываем туда дрожжи кодзи. На этом у нас работа заканчивается. То есть оно будет бродить, добавим капельку пеногасителя и все, и ничего тут больше не надо. Да? Ну, и оно будет бродить там 2 недельки. Как поспеет брага, блин, перегоним. Засыпем перемолотый рис на дробилке. Вот в эту бочку. Все 40 килограмм. Это самый ленивый метод. Передробили рис. Если нету времени, можете его не дробить, это не обязательно. И все, и забыли на пару недель про эту брагу. Потом перегнали и получили рисовую водку, рисовый дистиллят, как хотите. Смотрите, значит, мы передробленный, перемолотый рис, мы вообще его изначально дробили для ферментов, ну, сюда закинем. Добавим в эту бочку и засыпем сюда 8 грамм на 1 килограмм сырья, то есть 320 грамм дрожжей кодзи мы сюда добавим. Закроем крышку, поставим под гидрозатвор и забудем. Добавим капельку пеногасителя, чтобы у нас ничего не убежало, потому что практически до верха бочка будет. 200 литров браги. Добавляем немножко воды, чтобы у нас получилось 200 литров затор получился. И все. По температуре сейчас посмотрим. Останется литров 20-30 воды долить. Промешаем это все, посмотрим температуру. Если надо горячий добавим, надо холодный, чтобы выйти на 30-35 градусов температуры. У нас сегодня рисовый вечер. Едим суши. Можно я тоже? Да, можно. Приятного аппетита. Спасибо. И собираемся делать рисовую водку. Причем сразу 3 варианта, 3 вида. Никак не научился этими палочками кушать. Все, набрали, перемешали. Сейчас посмотрим температуру и будем вносить наши китайские дрожжи. Сейчас прогрузится, он нормальный, скорость нормальная. 27,9. Смотрите, ну в районе 33-34 градусов у нас температура, то что надо. Засыпаем сюда сейчас дрожжи. Ну и все, и закрываем. Нам нужно этих дрожжей 320 грамм. То есть это у нас получается
Получается 8 грамм на килограмм. 40 килограмм засыпи. Набираем 320 грамм дрожжей. Нормально. Итак, взяли наши, набрали нужное количество кодзи. Просто рассыпаем их поверху. Не надо их не регидрировать, ничего. Они работают нормально. Температура то, что надо. Наша работа закончилась. Просто будем 2 раза в день размешивать. Я это делаю до работы и после работы. И все, как выбрать, будем перегонять. Брага на кодзи готова. Забыл, надо добавить капельку пеногасителя. Сейчас покажу. Чтобы наша брага не убежала, давайте добавим капельку, буквально чуть-чуть пеногасителя. Этого будет достаточно. Куда она убежит? Она может убежать в Китай. Это ж китайский дрожжи. Готово.